Vastava, can you hear me? Oh, yes. Okay. I'm switching off my video and we will start. Yeah. 1 minute more. Yes. Yes, we'll start. Vastava. Vasudeva. Papa rogadhigrasthanam prajanamatinasakam dhanvantari samam vaidyam krishnam vande jagadguru Sri Krishna Ryatanujātam dhanvantari samaprabham Varāhamihirācāryam sarvarogaharam bhage. Vasudeva. Welcome everybody. Добро пожаловать все. Good morning. Доброе утро. Today our friends requested to start with life-saving remedies. Наши братья попросили, чтобы мы начали с препаратов, ну вот, аптечки неотложной помощи. So let us try to study together about the life-saving remedies in homeopathy. About the life-saving remedies in homeopathy. Ага, да. Давайте попробуем вместе, значит, разобрать вот эти вот главные препараты неотложной помощи в гомеопатии. So just I want to put light on some points. Я хочу пролить свет на некоторые моменты. Under any given condition. Ну, по основным состояниям. If you can get symptoms or totality of symptoms. Если вы будете брать совокупность симптомов в кейсе. And they indicate a specific remedy. И эта совокупность указывает на определенный препарат. And that homeopathic remedy will be life-saving in any condition. То именно этот препарат будет главной неотложной помощью в любом состоянии человека. And the second point is. Второй момент. When a patient comes in dangerous condition. Когда человек приходит в очень опасном для его жизни состоянии. And he presents to us with a particular group of symptoms. И он показывает определенную группу симптомов. Which indicate a remedy. Которая указывает на определенный препарат. And that remedy is contraindicated in that condition. Но этот препарат противопоказан в его конкретном сегодняшнем остром состоянии. Then we should not give the indicated remedy, but we have to find the other similar remedy in that condition. Тогда мы не должны ему давать именно тот препарат, который больше всего подходит, но должны найти его эквивалент и дать его, то есть похожий препарат и дать его. For example, when we are called to see a patient. Например, нас вызвали к пациенту. Who was under allopathic treatment for heart. Который лечит свое сердце аллопатическими средствами. Then most probably in allopathy they will give digitalis to this heart complaints. И большая вероятность того, что он принимает препараты с дигиталисом, потому что это обычная практика в истории. So when we see the patient, if he indicates China, for example. И мы видим человека, симптомы которого явственно указывают на хину.
So even though the totality of symptoms of that person indicate China, we should not give it. Несмотря на то, что вся совокупность симптомов указывает на хину, мы не должны ее давать этому пациенту. Because Потому что this China and digitalis are inimicals to one another. Потому что хина и дигиталис, они враждующие препараты. So in that condition, we have to get few more symptoms and we have to see for the appropriate remedy in homeopathy. Like, И что же мы должны в этом состоянии делать? Мы должны посмотреть на эту совокупность симптомов и найти какой-то другой препарат. like calmia lata or laurocirrhosis. Например, калмия или лаурецеразис. Then in third point is Третий момент, на который я хочу обратить внимание. when a patient comes in critical condition, Если человек приходит в критическом состоянии, where the vital force becomes feeble, когда витальная его сила, жизненная сила уже очень ослаблена, and unable to give you any symptoms, и она не способна производить уже никакие симптомы. because sometimes people come and they tell about the case and the patient will be in coma and you cannot get appropriate symptoms. Потому что бывают такие случаи, когда человек приходит, приходит доктор, и он не может собрать никакие симптомы. Человек не может. Then the cause will take the priority. Тогда этимология, причина состояния будет на первом месте при назначении. Due to what he went into this condition. Из-за чего он пришел к этому состоянию? Причина, почему он пришел к этому состоянию. In most of the cases, this will give us a clue to select a remedy. И во многих случаях именно это даст ключ к назначению препарата. And then, in case of accidents, Далее, в случае несчастных случаев, we have to take the assistance of hospitals because fractures and repairs should be done in hospitals only. Нам нужно все-таки прибегать к помощи аллопатической медицины, потому что там в случаях с переломами там, и прочим нам необходима эта помощь со стороны современной медицины. And then, depending upon other causes, you have to select your remedy. Ну и далее, в соответствии с другими причинами, мы должны выбирать препарат. And then, in conditions of poisons like snake bites, scorpion bites. В случаях укусов ядовитых каких-то насекомых или животных, как укус змеи или скорпиона. Cases of epidemics. Или в случаях эпидемий. So it is always better to select a remedy in homeopathy. Самое лучшее это выбрать гомеопатический препарат. Always is better to select a remedy depending upon totality of symptoms. Основываясь на совокупности симптомов. And if we are fortunate enough, then we will get the peculiar symptom and that will decide the remedy. И если нам посчастливится найти какой-то очень необычный симптом, тогда обычно именно он указывает на выбор препарата. And mostly we will get cases after using many drugs in homeopathy, allopathy and all other systems. И обычно к нам приходят люди, которые уже использовали много разных препаратов, разных систем, аллопатии, гомеопатии. Then we have to see for the true symptoms and induced symptoms.
И тогда нам нужно различить, понять разницу между теми симптомами, которые изначальные принадлежат пациенту, и теми, которые уже сформировались на основе этих. In the available given time. Ну, и все это нужно делать в то время, которое нам отведено, которым мы располагаем. Because if you take more time to get the symptoms, then you may lose the patient in these conditions. Потому что бывают случаи, когда если вы слишком долго будете разбираться в этом случае, то вы можете просто потерять пациента, потому что он находится в критическом состоянии. And sometimes there will be shock, due to shock, because there will be nothing abnormal in his system physically. Иногда они могут находиться в шоке, и вы не можете найти в физическом его теле никаких симптомов. But due to severe shock, Но fear, человек, перенесший очень сильный шок или страх, emotional disturbance, depression, какое-то эмоциональное переживание или депрессию, suddenly he may go into a condition which will be dangerous to life. он неожиданно может прийти к состоянию, которое опасно для его жизни. So when a patient comes to us in this critical condition, we have to once review all these points in under which section the patient will come. We have to decide. И когда он попадает к нам в таком вот состоянии, мы должны быстро, вот, учитывая все эти пункты, рассмотреть его симптомы и принять решение. So if there is the patient and his attendants are unable to say anything, если пациент и те, кто его окружают, не могут вам ничего сказать, then there are two criteria to select our remedy. тогда есть два критерия для выбора нашего препарата. One is his vitality. Первый момент – это его жизненная сила. That means always in critical conditions, the vital force is feeble, but yet its capacity to react to our remedy, that we have to decide. Понятно, что в критических состояниях жизненная сила обычно слабая, но нам нужно определить все-таки силу, насколько его состояние позволит среагировать на препарат, который мы дадим, то есть насколько способна его жизненная сила к действию. And then the pathological condition, then we can take these symptoms into our consideration and start our treatment immediately. И в патологических ситуациях, can you repeat, Ananto? Because the patient and attendant cannot explain or give us any symptoms. We have to take the pathological condition and this pathological state of symptoms, and then we start the treatment. Вот. Второе, значит, это то, что когда нам не способны рассказать никакие симптомы, ни люди вокруг, ни сам пациент, тогда мы основываем наше назначение на патологии. For example, if there is an accident and the patient has head injury. Например, какой-то случился несчастный случай, у человека травма. And then the attendants cannot tell what is the condition, and we also, the patient is unable to tell because he is in coma state. И, например, окружающие ничего не могут, никаких пояснений дать по этому поводу, и человек находится в коме, ничего не может сказать. Then we have to straightly consider that there is clot in the brain, and then we have to give our remedies like natrum sulfuricum. Ну да, это не про несчастный случай был. Да, тогда мы должны понять, что у него случился, видимо, инфаркт, там тромб где-то, может быть, старался, и дать ему натрум сульфурикум.
So once he started to improve, and then once he comes into condition that he can narrate his symptoms, then we have to follow again the symptomatic treatment. И как только он приходит в себя и начинает вам рассказывать про какие-то симптомы, тогда уже мы должны делать основывать наше назначение на... And this time, I think we have already had these sessions in our. We have discussed these points in our previous sessions also. Life-saving remedies. Мы уже даже не раз с вами проходили эти препараты, которые спасают жизнь. So this time, I want to start with a remedy which I recently experimented in treating COVID cases. Я хочу тогда в этот раз начать с того препарата, который я недавно вот открыл для себя, леча многих ковидных пациентов. In all our dispensaries. Во всех наших диспансерах. In 90% of cases who came to us who were affected with COVID were better by giving bacillum. В 90 случаях наших пациентов, обращавшихся к нам с ковидом, у нас хорошо очень работал бациллинум. The symptoms are not too severe. Then one dose of 30. In many cases, within 2 or 3 days, the test became negative. Во многих случаях, если это не очень сложный случай, но не очень сильное проявление этой болезни было, тогда мы давали бациллинум 30, и у них за 3 дня тест их ковидный становился отрицательным. Anyhow, in homeopathy, we should not see the name of the disease, but we have to see for the symptoms. Но в любом случае мы знаем, что в гомеопатии мы не смотрим на название болезни, мы смотрим только на симптомы, на проявление болезни. The condition, the most common symptoms, we can group them as follows. Основные симптомы мы можем группировать следующим образом. So this is an infection. Извините, основные состояния мы группируем. Is this clear? Yes. Conditions we are grouping, yeah? No. The symptoms of COVID we can have a group of symptoms. Yeah. Извините, значит, по-моему, я ошиблась в переводе. При ковиде мы группируем симптомы следующим образом. Broadly, we have commonly when we see the most of the cases who are suffering with COVID, we can have the common symptoms as follows. В большинстве случаев, которые мы встречали в нашем лечении, во всех наших диспансерах, мы их можем вот сгруппировать следующим образом. This is the infection due to microbes, that is a bacteria or virus, microorganisms. Эта инфекция, она связана с микроорганизмами, вирусами или бактериями. Mostly affecting lung tissues. И в основном она нападает на легкие, поражает легкие. Commonly presenting with cough, breathlessness, pneumonia. И часто при этом возникает кашель, одышка и пневмония. Repeated cyclic fevers. Every day there will be rise of fever like that. И циклическая лихорадка, то есть каждый день в определенное время лихорадка. And continuously the vital force is feebly. The patient becomes more and more weak. И которая ослабляет человека, его жизненная сила становится слабее и слабее. Sinusitis,
Бывает также синусит, гайморит. Bronchiectatic changes in lungs. There И are, yes, изменения в бронхах. bronchiectatic. По подобию бронхоэктаза. Да, я сказала. Доктор написал по подобию бронхоэктаза, бронхоэктатические изменения в легких. Yes, it's okay, Ananto. Yeah, I'm just sharing. Okay. Okay. Can you see? Because Yes. this is this is hardening of alveoli. Hardening. Эта болезнь, она проявляется в отвердении альвеол. And then loss of smell and taste. This is not common, but in most of people, these are there. И также потеря вкуса и запаха – это необычные симптомы, но большинство ковидных пациентов имеют это. And invariably, all the people who are affected by COVID are having this tubercular diathesis. И почти у всех имеется туберкулезный диатез. And then and those who do not have this tubercular diathesis, even though they are working in COVID units, because some of my friends have worked there, and they do not affected by this COVID at all. I couldn't hear. In spite of many of your brothers working in this. Because they were not affected, you mean? Some of my classmates who are working in this COVID units as volunteers, those who have no tubercular diathesis have never affected with COVID, even though they are working for weeks together. И те, у кого нет tubercular diathesis. Yes, diathesis. Те, у кого нет этого туберкулезного диатеза, многие из моих сокашников, они работали в ковидных больницах, и они никогда не заболели этим ковидом. So there should be the susceptibility to get this disease. Я имею в виду, что у человека должна быть предрасположенность к тому, чтобы заболеть этим заболеванием, и это как раз туберкулезный диатез. And those people who have this diathesis are more prone to get this disease. Те, у кого есть этот туберкулезный диатез, они более подвержены этому заболеванию. Those who have the predominance of tubercular miasm in them are most affected. Точнее, те, у кого туберкулиновый миазм доминирует. Then in 85 to 90% of cases, one or few doses of Bacillum 30 have given good result. Итак, в моей практике от 85 до 90, может 95% случаев ковида очень легко лечились одной или несколькими дозами боцилинума. I have treated in both the sexes and also the age group between 3 years to 70 years. Mostly I have given this remedy and I was successful at 90%. И в возрастной группе от 3 лет до 70
лет. Я лечил очень многих людей, и в основном они, вот 90% из них, они излечились боцилинумом. So we'll take example of one or two cases which are too much critical in this condition. Хочу привести пример пары случаев, которые были очень критическими. So one of my brother-in-laws called me and he requested me to look after his friend who was in ICU at that time. Who was in? ICU, ICU, ICU in What is- hospital. Intensive care unit. Один мой друг попросил меня полечить человека, который находился в отделении интенсивной терапии по поводу ковида. I asked the symptoms. Я спросил, какие у него симптомы. Then he said he became very weak because for 1 week he was suffering with this disease. Он сказал, что он очень ослаб, потому что уже неделю продолжается это сильное очень состояние. And continuously his oxygen saturation was falling. И его сатурация все время падает. Снабжение кислородом. And without support he cannot breathe. He cannot be even for 10 minutes also. И даже 10 минут он не может сам дышать без вот этих аппаратов. Then I asked his father, then he has given some of the symptoms like severe exertional dyspnea. Exertional means if he moves also he is getting breathless. If he moves, breathless. Breathe, yeah, he cannot get his breath. Я также поспрашивал его отца, и он сказал, что при любом движении у него вот эта одышка увеличивается очень сильно. Even when he is on support of oxygen mask, even then if he is moving, he is feeling the suffocation. Даже когда он находится в кислородной маске, он все равно при любом движении у него начинается сильная одышка. No inclination to eat. He has no interest to eat. Совсем нет аппетита. And then cough, vomiting of phlegm. Сильный кашель, рвота слизью. Then fever. Continuously all these days he was suffering with fever, even with high antibiotics. И в те дни лечения у него высокая температура, несмотря на антибиотики, которыми его лечили. And he has body pains and he is aversion to move. He does not want to move at all. И у него боли во всем теле, и он очень не хочет двигаться. And the MRI report shows that there are bilateral parenchymal changes in both the lungs. There are parenchymal changes, tissue changes. И аппаратные исследования показали, что у него сильное изменение в легких, в паренхиме легких. They have given Corot score 5, means the severity of this disease was too high. И там, по шкале оценки состояния у него было 4 из 5, то есть у него очень было серьезное состояние. Then first I have tried Bacillum 200. Сначала я попробовал дать ему боцилинум 200. Then there was no improvement at all. И не было никаких улучшений. Then within 3 hours I have given China 200 onwards. И через 3 часа я ему дал хину 200. Then he had sleep after many days. И тогда он впервые за многие дни он. Then after he woke up. И после того, как он проснулся. He woke up again. He started this dyspnea, discomfort. У него снова началась одышка, дискомфорт.
I have repeated China, Я снова дал ему хину, and this time the improvement was very short period. и в этот раз его улучшение совсем короткое. Then I have given China 1M, И тогда я дал хину 1М, and then he was better for 1 day. и тогда ему стало лучше, и в течение одного дня он чувствовал себя хорошо. Then again the condition was worsened. И опять стало ухудшаться состояние. I have given one more dose of 1M, Я дал еще один раз 1М, but there is no improvement. но на этот раз не было никакого улучшения на хине. Then I observed that his weakness was getting better, but his condition of lungs was still worsening. И тогда я обратил внимание на то, что у него слабость, она становилась меньше, стала меньше, но его состояние легких, оно все время ухудшалось, продолжало ухудшаться. Then I have administered Bacillum 1M. И тогда я дал ему бациллинум 1М. Then his cough got aggravated and he started to spit out the phlegm. И у него очень сильно ухудшился на бациллинуме 1М кашель, и он стал отплевывать большое количество слизи, мокрот. And then he became restless. Стал очень беспокойным. And then he started to feel more suffocated У него одышка усилилась, due to movement. особенно в движении. Then I have administered Bacillum 10,000 CH. И тогда я дал ему бациллинум 10. Then after these 3 days, after the first sleep, he got second sleep, good sleep. И тогда вот за эти последние 3 дня второй раз он сумел заснуть. At that time, when he was too bad, doctor said they only we have few hours of time. He will survive only for few hours. И доктор комментировал его состояние так, что ему осталось жить несколько часов, он через несколько часов должен умереть. Because the infection in lungs is too heavy. Потому что инфекция в легких была слишком. Then after this administering of 10M, he felt better, vomitings came down, he got good sleep. Next day, after many days, he feel like hungry, he want to eat something. И вот после того, как дали ему бациллинум 10М, у него лучше стало с рвоты, и он заснул. А когда он проснулся, он сказал, что он хочет есть. Then again next day he repeated the same cycle. Suddenly he got fever, vomitings, nausea. На следующий день, когда я пришел, у него опять повторились симптомы, лихорадка снова взлетела, тошнота и рвота началась. Because after many days he felt hungry and he ate lemon rice. И все это началось после того, как он почувствовал себя голодным, съел рис, ну вот лимонный рис. There was irritation and then he started projectile vomitings. И у него началась фонтанирующая рвота после этого. After every vomiting, he has become more and more weak. И после каждой рвоты он чувствовал себя все слабее и слабее. Then I have administered camphor 30 bottles. И тогда я дал ему камфору 30. Then vomitings were better. Рвота унялась, стало лучше. And then he started to drop. This oxygen saturation was going on dropping. I couldn't understand. No, this oxygen saturation started to climb down. Again down. Yes.
И при этом у него сатурация стала опять падать. And so then again I have administered bacillum 10,000 CH. И тогда я дал ему снова еще одну дозу боцилинума 10. Then after 1 hour he again got hungry. И через час после назначения у него опять начался аппетит. Then this time I instructed with normal blunt food. Normal Blunt food without spices. И в этот раз мы дали ему еду без всяких специй. Then slowly in 2 days he got normal, temperature became normal. И в течение 2 дней у него температура нормализовалась. But somehow he is very stubborn and he is not talking to anyone. Но он человек очень упрямый, и он ни с кем не разговаривал. But at that time the MRI of lungs shows much better improvement than the previous one. Ничего не говорил о своем состоянии, но его аппаратные исследования показывали, что у него в легких начался процесс хороший улучшения. And there was no dyspnea even after removing the mask for 2 hours. И у него не было одышки, даже после того, как с него на 2 часа впервые за все время сняли маску кислородную, у него не было. The oxygen mask. Кислородную маску сняли на 2 часа, но у него не было при этом одышки. Then I have given nothing and just put him on acid for 6. И тогда я ему больше высоких доз не давал, дал ему, стал давать ему в ацид фос. Acid for 6 years. And in 12 hours he could stand. И через 12 часов он стал вставать. So after 2 days he was shifted to general ward. И через 2 дня его перевели в общее отделение. But he is very stubborn. He don't want to talk to anyone. Но он был по-прежнему очень упрямый, ни с кем не разговаривал, ничего о себе не говорил. And then I inquired more about his symptoms. И тогда я стала расспрашивать, чтобы узнать больше про его симптомы. Fortunately, I got the peculiar symptom. И мне посчастливилось наткнуться на необычные симптомы. While narrating, his father said he always want to go home. I don't know why he has good improvement, but why is he so hurry? I don't know. He always wants to go home. Yes. И его отец сказал, что он все время просился домой, просится домой. What is our remedy? I don't remember. Bryonia. Bryonia. Yes, Bryonia. Exactly. So I have given Bryonia 201 dose. И это указывало на брионию, когда человек в полуприбордовом состоянии все время рвется домой, даже когда он дома. Это бриония 200 ему дали. And all his anger and restlessness, everything was gone. И весь его гнев и беспокойство после брионии ушли. 2 days, he was said he can go home. И его выпустили домой. And then after going home, he took head bath. Which bath? Head. И когда он приехал домой, он помыл голову, пошел в душ, помыл голову. And then he started again malaise and cough, phlegm. И тогда у него снова начался ужасный кашель, мокротой. This time I did not wait and I have administered bacillum 10,000 CH directly. И я ему снова дал боцилинум 10. Then he was happy and
he was cured completely from that critical condition. И после этого у него произошло полное выздоровление из этого критического состояния. So this is one case, and there is another interesting case. An old lady called me. Еще один случай. Ко мне позвонила женщина старая. And then she told that her husband was suffering from COVID. И рассказала, что ее муж страдает от ковида. She was very worried and started crying. Она была очень озабоченная, она стала плакать. I have waited, and she could not stop her crying at all. И я все ждал, когда она расскажет хоть что-то о его состоянии, но она все плакала и плакала. So first I want to give her strength mentally. Maintain? I want to give her strength. Give the patient, because we need symptoms, and she is crying because of this emotion. Yeah. Но мне нужны были симптомы от нее, а она все продолжала плакать. Then I told that I have treated many cases in COVID, no problem. He will be all right. Then he stopped crying and started to narrate the symptoms. И поэтому мне нужно было ее как-то успокоить, чтобы она начала мне что-нибудь хоть рассказывать. И я ей рассказал, что я уже вылечил очень много случаев ковида, и ничего страшного в нем нет. И после этого она немножко успокоилась и начала говорить. This is also a very important criteria, that when we approach a patient, it is always better to give him strength morally and mentally. Я почему об этом рассказываю? Это очень важный момент. Когда мы подходим к пациенту, от нас ожидается, что мы обязательно его как-то поддержим морально тоже, потому что он в этом нуждается очень сильно. Because when we give medicine after this, the medicine acts more promptly than when he is in very fearful condition. Потому что если человек боится, то его препараты, они будут, данные ему препараты будут плохо работать. А если мы его поддержим и как-то поддержим его дух, тогда препараты гомеопатические работают гораздо быстрее. Because we have seen many people, they are isolated and kept alone in one corner, and no one is willing to talk or see them. Потому что мы часто видим такие случаи, когда люди в самоизоляции находятся одни и хотят, чтобы к ним пришел доктор. Because we have read in history books, because in those days, those who are having plague were isolated and thrown away from the cities, and they are looked like untouchables. They are what? They have treated like untouchables. Those who are having plague, plague. In those days, in the olden days, those people who are affected with, for example, leprosy, they are kept away from society. Потому что у них развивается такой синдром вот этих прокаженных, то есть они как неприкасаемые становятся, эти больные. This is also almost same, no? People are isolated and kept away from the families. И эти люди, их изымают из семьи, они тоже находятся в одиночестве, и у них вот это вот, тяжелое моральное состояние. More than COVID, this isolation and this loneliness, fear, this dominates the patient and it prevents the action of drugs. И вот в таком состоянии, когда они находятся в изоляции, тоскуют, очень сильно боятся, это очень сильно препятствует действию препаратов, потому что стресс вообще препятствует действию препаратов. Because nowadays it is like that, the ethics are a little bit changed, because doctor feel responsible to say whatever the patient had on his face.
but I think it is not true. We А, have to tell to the attendants, but to the patient we have to give strength that yes, you can become better, and you have to work hard for it. Then he will start doing something. If you say is incurable for you, then he lost all his confidence. Поэтому в эти дни особенно важным стало вот это, особенно важной стала эта моральная поддержка со стороны доктора, потому что если человек думает, что он неизлечим, а мы ничего ему не скажем, то ему мало что может помочь. Because in villages, when we treat people, they don't know the name of the disease, and they are getting better much faster than the people in cities. Those who know the names of their diseases. Что мы увидели в деревнях, в которых народ особо там не знает даже названия этой болезни, вообще ничего не боится, они заболевали тем же заболеванием, ковидом, мы их лечили, и они очень быстро выздоравливали вообще без никаких проблем. А в городах люди очень испуганные всей этой массовой пропагандой, и с ними препараты очень плохо работали. So here she narrated about her husband. И вот эта женщина рассказала про своего отца. He went to a ceremony. Про своего мужа, извините, пожалуйста. He went to attend a ceremony in another place. И она ездила на какую-то церемонию в другое место. And when he came back, he started coughing. Ага, он ездил. И когда он вернулся, он стал кашлять. And then slowly this cough became more and more. И кашель усиливался. And then he got fever. Потом у него началась лихорадка. Then he was tested and he got positive. He's COVID positive. И он сделал тест и обнаружил, что у него ковид. Then he slowly developed dyspnea. И постепенно у него развивалась одышка. He was already known diabetic and hypertensive since many years. Это человек, у которого в течение многих лет последних была гипертония. Then after going to hospital, he was put on many strong antibiotics. И когда его положили в больницу, ему давали очень много разных, очень сильных антибиотиков. Because this his infection is severe, they have put more antibiotics, stronger antibiotics. Потому что инфекция была очень сильная у него, и поэтому ему дали более сильные антибиотики, и не один. Due to that, he got sore throat, and he lost to have any release to take food. И в том числе и от этого у него развелась очень болезненность большая в горле, и он перестал есть. And he became much weaker. И становился слабее и слабее. His blood pressure was falling down. What? Blood pressure. Down? Yes. He was hypertensive, but hypotensive. Yeah, previously he was hypertensive. But due to this loss of appetite, he became hypotensive. Окей. И его давление падало, я переспросила, просто говорили, что он гипертоник, он говорит, ну, из-за его состояния у него развилась гипотония, и стало падать давление. Then he had infection phlegm in his lungs, but he is unable to take it out. И у него очень много слизи было в легких, но он никак не мог ее откашлять. Then I have studied, and first I have given this bacillum 30. И сначала я ему дал бациллинум 30. And after 6 hours I have given China 30. И через 6 часов дал ему хину 30. And again after 6 hours I have given bacillum 30. И через еще 6 часов опять дал бациллинум 30. So I alternated like this for 2 days.
И 2 дня я вот так вот чередовал эти 2 препарата. Then he was feeling little better and he could sit. И он почувствовал небольшое улучшение, сумел сидеть уже, не только лежать. Then I have given antimonium tartaricum 30. И дальше я ему дал антимониум тартарикум 30. Then he slowly started to cough and spit the phlegm out. И от этого препарата у него началось откашливание. То есть он Even though he has cough and phlegm, he was feeling better. и несмотря на то, что кашель, казалось бы, стал сильнее, и вот отхаркивание, он при этом чувствовал себя лучше. But as he is in hospital, he was given a syrup for cough. Но так как он был в больнице, ему дали сироп от кашля. And then the phlegm inside the lungs was stayed inside. И тогда у него прекратилось откашливание. Then slowly he started to drop. There was a drop in his oxygen saturation. И стала падать сатурация. Then he has this exertional dyspnea. When he moves, he is getting suffocated. И началась вот эта одышка при движении. При каждом движении он задыхался. Then I have given Bacillum abundus. Тогда я дал ему бациллинум 1М. He was better for 2 or 3 hours, and again he started to get these symptoms. И улучшение продолжалось на нем где-то 3 часа, и потом снова развились те же. Then again I repeated Bacillum 1000. И снова я дал еще раз бациллинум 1М. Then he had no improvement this time. И вообще нет никакого улучшения. Then I have given a dose of Chena 30. Тогда дал ему снова хину 30, одну дозу. And then after 6 hours I have repeated this Bacillum 1000. И через 6 часов опять повторил бациллинум 1М. Then he felt little better. И ему стало лишь чуть-чуть лучше. But again it was not too strong enough to get out of this condition. Но я чувствовала, что это недостаточно сильный препарат для того, чтобы его вытащить из этого состояния. Again he started the same condition. Потому что через какое-то время снова все вернулось к тому состоянию, которое было до этого. And this time when it was tested, they said that this parenchyma was very inflamed and he got pneumonia. И ему сделали очередное аппаратное исследование, сказали, что у него там застой слизи, и у него началась пневмония. Then the condition was alarming, and they said in few hours, there is only few hours time. И состояние стало совсем плохим, и врачи сказали, все, через несколько часов мы его потеряем. The blood sugar level was raised to 400. 400. Yes, 400. А его сахар поднялся до уровня 400 единиц. Then I have administered the Bacillum 10,000 mg. И я дал ему бациллинум 200. Then for 3 hours he was better, got sleep. И на 3 часа ему стало лучше, он заснул. Then he has dyspnea, but somehow he could again spit out the phlegm. И у него продолжалась одышка, но он стал снова отхаркивать. He had these vomitings for about half a day. И в течение полудня у него продолжалась еще рвота этой слизью. He was getting this spasmodic cough and he is vomiting. Again he is getting this cough and then he is vomiting like that. У него был такой спазматический кашель, который вызывал рвоту, и он потом после рвоты он снова кашлял, и опять рвало его вот так вот, продолжалось полдня. So until his weakness
dominates him, I was waiting and seeing, let the phlegm come out. I couldn't understand. Until his vitality is okay, he's Ага, not getting into weakness. I ага. have waited to give Нет. any other remedy. Но я продолжал ждать, не давал ему ничего нового, потому что у него, ну, слабость не развивалась, у него нормальное было состояние. Then I have repeated Bacillum 10,000. Но через какое-то время я все-таки дал ему еще раз 10 М пацилином. Yes. So after 4 days, he was little better and he could again get to his normal condition. И дня через 4 ему стало получше. And then his all his swellings of foot, hand, everything were gone. What? Swellings, edema of foot, everything. У него до этого были отеки, и отеки они сошли. And then after 1 week, he could talk to her wife. И через неделю он смог разговаривать со своей женой. Then she called me and said, very thanks, he was cured. Then I said, it is too early to declare that. Please be patient. Can you repeat, please? His wife called me and told that he was cured. Then I said, don't be so hurried. You have to wait and see until he perfectly come to normal condition. Yeah, okay. И через неделю его жена позвонила, сказала, что похоже, что он выздоровел, да, наверное, его нужно забирать, но я сказала, что, пожалуйста, не спешите, нам нужно еще понаблюдать за ним, посмотреть, действительно ли это выздоровление или нет. Then every day night at around 2 to 3 a.m. he is getting this spell of cough. He could not resist it and it is so severe. And at the end he is having this vomiting of phlegm. И тогда каждую ночь где-то в 2-3 часа у него начиналось сильный спазматический кашель, который вызывал рвоту, и он не мог ничего с этим сделать. But he is becoming weak after this spell of cough. Но что было важным, после этого приступа кашля у него развивалась сильная слабость. And then I have administered Kali iode 200 on this. И я ему дал калий йод 200. Then he was much better and slowly he got his release to food. От чего ему стало гораздо лучше, и он стал кушать. Then again he got this sore throat. А потом у него опять началось воспаление в горле. Then I have given Merxol 6 CH. И я дал ему меркуриум солюбилис 6. 2 doses, it was gone and he was all right and his cough was also came to normal condition. И в течение, с 2 доз у него горло полностью выздоровело, а также у него прошел кашель за это время. Then he was again converted from hypotension to hypertension and to his normal condition. И из гипотоника он снова превратился в гипертонику, то есть вернулся в свое состояние нормальное. So this is how the depth of bacillum in these pathological conditions also, after he is getting so much parenchymal changes, it is so wonderful remedy that it brings back the vitality and it brings back the tissues to normal condition. Я почему рассказала эти два случая? Вот даже в таких критических состояниях, когда паренхима легких очень сильно поражена,
Боцилинум показывает себя таким прекрасным препаратом, который быстро восстанавливает легкие и восстанавливает витальную силу, жизненную силу человека. So, our beloved Guru, Dr. Bujjigaru, he used to say that this bacillum is like Brahmastra. Brahmastra means the ultimate weapon. Наш Буджи говорил обычно, что боцилинум – это брахмастра, гомеопатия. Брахмастра, мы помним, что это самое сильное оружие. So he has given a statement, and it is very, very important. You should not forget it. Он дал такое, ну, он дал вот, это его фраза, и нужно ее запомнить. Нужно ее помнить. In any given critical condition, В любом конкретном критическом случае, when the condition is very, very dangerous, когда состояние очень-очень опасное, if there is involvement of lung tissue, если хоть как-то затронута ткань легких, then this bacillum will bring back the person боцилинум вытащит человека из этого состояния, out of this dangerous condition. из этого критического состояния. So such a wonderful remedy, because in accident cases also, Потому что и на Западе тоже, вот в случаях ковида, when there are multiple injuries, head injury, multiple fractures with head injury, head injury. Head injury. You said not accidental. Even in cases of accidents, road accidents. Окей. Извините, не про Запад речь. В случаях всяких травм, если много переломов, там множественные переломы и прочее, есть. And if there is any involvement of lung tissue, because in these conditions with antibiotics, there is every possibility that the fluid accumulates in the layers of lung. Если при этом в несчастном случае как-то вовлечены легкие, и когда у нас во время травм легкие вовлечены, есть большая вероятность, что между слоями ткани легких собирается там жидкость, собирается слизь. It is there. You can give bacillum not less than 10,000 ch. В таких случаях можно дать боцилинум, и разведение должно быть не меньше, чем 10 м. Many conditions it brought back the people even from comatose condition, even from the condition of ventilators back to life. И у нас просто было очень много случаев, когда человека возвращали из таких серьезных состояний, что даже из коматозного состояния он способен вернуть человека назад к жизни. So when we read the Materia Medica of bacillum, we cannot get this point. Ну, нужно понимать, что если вы читаете материи медики разные про боцилинум, там ничего такого про боцилинум не написано. But this is revelation from our Guru, and in most of the cases, 95% accurately, it brought back the patients and everybody is happy. Но в нашей практике это доказано многочисленными случаями, когда вот мы вытаскивали человека буквально с того света. 90 I think many of your people remember we have discussed a case where the lung tissue was totally damaged on one side, and with this remedy, again there was rebuilt of this tissue. И у нас есть случаи, когда ткань легких полностью была практически разрушена, и с боцилином мы его восстанавливали. You remember that? Вы помните этот случай?
there was a lady and her daughter called us in the midnight. After midnight, then her mother is uh, uh, very difficult to breathe like that. Одна девушка нам позвонила среди ночи и сказала, что ее мама, она больна, и она не может почти дышать. Then myself and Gopal took all the kit and went there to see her. That lady. Their home. To their house. Who went to their house? Myself and Gopal. Yourself and Gopal. Okay. И мы с Гопалом поехали в дом этой женщины. Then when we saw her, it was very critical condition, and it was about midnight. At that condition, we cannot give arsenic album, we cannot give China. И когда мы приехали к ней, время было уже по полночи или за полночь, мы увидели очень критическое состояние. В этом состоянии мы не можем давать ни арсенику, мальву, ни хину. She was very weak. She was sweating, and pulse is getting down. Она была очень слабая, сильно потела, у нее пульс замедлялся. At once we brought her to hospital and admitted her. Мы сразу ее увезли в больницу. Then they have tested. They have taken the X-ray, and they said 70% of right lung was damaged. И ей сделали рентген и сказали, что 70% легких поражено. Разрушено. And then we have brought this case to master and we discussed with him. И мы пошли к мастеру, то есть стали обсуждать это с мастером. Then we have given directly bacillum 50,000 CH1 dose. И посоветовавшись с Анантой Кришной, мы дали 50 сразу. Then within next day and that next day, they have again took this X-ray. И на следующий день ей сделали еще раз рентген. X-ray, and then they have said that the first given X-ray, the report was wrong. И они нам сказали, первый рентген был неправильным. Because the lung tissue was clearly seen. The lungs were clear. Yes. Because потому что легкие были чистые. 2 days earlier, when we saw the report, one side it was totally like dark. It was the shade should be white now. It was all in black color. After 2 days, it was normal. Не через день, а через 2 дня ей сделали рентген и сказали, что первый рентген был ошибкой, потому что на первом рентгене там практически все было черным пятном, 70% поражения, а второй рентген был совершенно чистым. Then after 2 days, she was discharged. She was happy, and within 1 week, her daughter's marriage was there, and it went on nicely without any interruption. И ее выписали из больницы, ее дочь была очень счастлива. Я не очень хорошо услышала, то ли она свадьба у нее была или еще что-то такое, не поняла. Но это не важно. Главное, что она Number of stories, such wonderful stories with bacillus. We cannot imagine how it brings back the life. Очень много у нас таких историй, связанных с боцилинумом. So one of our neighbors was traveling on scooter in the midnight, and he fell down in a pit. He fell down. What? Pit in the drainage. Значит, у нас наш сосед, он ехал на скутере и, в общем, свалился в канаву.
Then suddenly he went to coma right away. И попал в кому сразу. Then their relatives called master, and I accompanied him. И его родственники позвонили нам. And his memory was totally lost. First he was unconscious, and his memory, he could not say anything, and in the reports there is a little this fluid accumulated in between the layers of the lung. You said he was in coma. Yes. He was in total coma. We went to see him. And then he was, we saw the reports. So there is no external injury, but maybe in a brain MRI also they could not find anything because no external injuries like that. But he was in coma. But there is this accumulation of fluid in lung tissue. И да, он был, значит, в коме. Ему сделали МРТ. В общем, у него голова не была поражена вроде. Ничего не нашли они там. Но они обнаружили, что у него была жидкость в легких. And he was given bacillum 10,000 CH. И ему дали бациллинум 10. And then next day he sat up and he's asking what I am doing in hospital. И после этого на следующий день он вдруг пришел в себя, сел на кровати и спросил, а что я тут делаю вообще? Miracle. It is like miracle to us. We could not believe because there is no gradual improvement. Right away he was brought back to normal condition. Для нас это было подобно чуду, потому что не было никакой градации в его состоянии. То есть он немедленно приходил в состояние, а он просто вот так вот сел на кровать. Along with all his memory. И с полностью восстановленной памятью совсем. And he was telling all the bank account numbers, locker numbers, everything, very perfect memory he got. И у него была, в смысле, он помнил все там, вплоть до номеров, там, кодов своих карт. All the doctors and staff were astonished because that is first case. After going into coma, within one day getting to normal condition is like miracle. И врачи тоже были поражены, потому что они никогда не сталкивались с человеком, который находится в коме, чтобы вот так вот резко из нее вышел. Совершенно no weakness, no loss of appetite. Не было никакой ни слабости, ни потери аппетита, ничего. Он был совершенно... No pains, nothing. Ни болей, ничего. Next day he was put under observation for 24 hours and then he got discharged. И на следующий день его там еще наблюдали, делали всякие анализы, а потом его выписали. Like this, many cases with bacillum and such a wonderful remedy. И у нас очень много таких случаев с бациллином. Это такой удивительный препарат. So here in these conditions also, mostly we have treated with bacillum, China, camphor, kali iode, antibiotic. These are the remedies which we have frequently used in treating these COVID cases. И в наших ковидных случаях мы очень часто используем вот эти препараты. Бациллинум, камфору, калий йод, хину. Antimonium tartaricum. Антимониум тартарикум. So this then we go to our common remedies. We have discussed about China, isn't it? И в прошлый раз мы разговаривали о хине, правильно? Yes. China, what is the condition?
Какое состояние у хины? Ну, я, наверное, отвечу. Strong weakness. Strong weakness, without sweats, very feeble pulse. Да, сильная слабость, то есть симптомы хины – это сильная слабость, холодный пот, слабый пульс. Patient appears as sinking. И человек как бы, оседает, то есть пытается упасть в обморок. Cannot stand, talk or think. Он не может стоять нормально, то есть опадает. And then the body becomes cooler. И тело становится холодным. Those conditions, if we give China 30, если в таком состоянии прострации мы дадим 30-ку хину, then it will bring back him from that dangerous conditions to normal stage. То это приведет его в нормальное состояние из этого опасного состояния. Then you have to gather the totality of symptoms and give the indicated remedy. И после этого уже мы можем собирать совокупность симптомов у него и давать ему препарат, который ему показан. Sometimes, we can remember about this China because of Peter, if you remember. Я сказала, не удержалась, сказала, что хину, наверное, все помнят из-за истории с Петром, когда он после долгого перелета, сидя в столовой, вдруг стал падать в обморок, и ему быстро дали как раз хину 30. So when we are taking someone to hospital or we are bringing a indicated remedy, if there is a long time in the travel and the condition is very, very dangerous, then what master said is you can put China 30 once in half an hour, 2 drops on his tongue until that medicine arrived or we go to hospital, he will be survived. Если мастер говорит так, что если вам пришлось откуда-то очень издалека везти в больницу человека, который находится в критическом состоянии, и как бы его состояние такое полуобморочное, то to drop every half an hour? Yes, every half an hour you can give. Да, тогда вы можете класть ему на язык 2 капли хины 30. To drop or to pills? I couldn't understand. So under any given condition. You said drop. Usually it is in pills, no? No. In that condition, it is better to give liquid only. Ага, да, я просто переспросила. 2 капли в жидком состоянии вот этой хины 30, если на язык класть каждые полчаса, то даже в критическом состоянии этот человек вот эту долгую дорогу вынесет. Ну, то есть его нужно живым до больницы, если доставить. Вот это такое вот помогает. Because in those conditions, it does not have energy even to chew. Потому что в этих состояниях у него нет сил даже там рассосать, там проживать что-то. So such conditions, it is always better to put 2 drops of liquid directly on the tongue. Поэтому в таком состоянии лучше прямо жидкий препарат на язык ему капнуть. So under any given condition, it may be due to hypoglycemia or hyperglycemia or hypertension, hypotension, or any shock, or after any operation, any kind of cause, if the patient appears to you with these symptoms. Это речь идет о таких случаях, когда человек в критическом состоянии находится, если у него гипогликемия, допустим, или гипергликемия, или если там он находится в шоке, или у него там гипотоническое
ну, в смысле, очень сильно упало давление или очень сильно, наоборот, повысилось. Ну, то есть человек находится по каким-то причинам в критическом состоянии, вы везете его в больницу, и вам нужно его живым довести до больницы. There should be extreme weakness. И главный симптом – это сильнейшая слабость, когда человек, ну, Extreme weakness, feeble pulse and coldness of body. И кроме этой сильной слабости, значит, сильно холодное тело и падающий пульс, уменьшающийся пульс, урежающийся. Then you can give China. Тогда мы можем давать хину. Only in 2 conditions you should not give China. И только в 2 случаях мы не можем давать хину. What are they? Heart problems with digitalis. Yeah. When he is under treatment with digitalis, then you should not give China. И только если мы знаем, что это сердечник, и он принимал какие-то сердечные препараты до этого, в которые обычно входит digitalis, мы не можем давать ему хину. And what is the other condition? А какое второе состояние для хины? Aggravation time. Aggravation time. Yeah. А второе If the состояние... patient comes with this condition, and if you give administer China in the aggravated condition, then your medicine will make him to drop. И также время обострения. Во время обострения, если мы дадим препарат, тогда мы вызовем только ухудшение. But I don't remember aggravation time of China. And midnight. 12 to 1. Окей. И время обострения у хины это с полночи до часу и с полудня до часу. То есть с 12 до часу утром и вечером. So you have to always remember these 2 conditions, and you have to always inquire about this previous treatment. It is most important. И очень важно, если вы используете хину, обязательно вы должны знать про предыдущую историю человека, вы должны его обязательно спросить, не принимал ли он сердечные препараты, а подразумевается, что у них есть digitalis, или гомеопатический digitalis, вот, но и обращать внимание на время, чтобы не было времени обострения. Suppose he is under treatment of digitalis for the heart complaint, and the condition is showing China. Instead of giving China, you give some other remedy like sulfur or lauracerasis, depending upon the condition. And after that, if you give China, then he will be safe. И когда вы сталкиваетесь вот с таким случаем, когда человек сердечник, он принимал препараты с digitalisом, и все его симптомы указывают на хину, вам нельзя давать ему хину, нужно дать там лаурацерасис или сульфор, или любой препарат, который там похож на него по симптомам, но другой. Вот. И если после этого препарата вы дадите хину, тогда уже все будет нормально, и вы его спасете. После того, Lauracerasis also, the condition is the same, but he will always complain that he is having choking sensation in the throat. Choking. Choking sensation, what does it mean? This like pain and oppressing or pressing type of pain in the throat. Spasmodic pain. Окей. Например, у лаурацерасиса такие же практически симптомы, как у хины, но отличает его от хины то, что там такие спазматические боли в горле у него еще, спазмы в горле. He feels like something is obstructing the airflow like that. There is feeling. И ощущение, что у него что-то мешает ему в горле. And always there will be air hunger. He needs much air. Лаурацерасис? Fanning, yes. Yeah. И также у лаурацерасиса очень сильное желание свежего воздуха или того, чтобы его обмахивали, там, или чтобы фен на него дул. Even though his body is cooler, he needs more cold
he cannot bear any hot condition. Несмотря на то, что тело его совсем холодное, он все равно хочет, чтобы его там чем-то обмахивали и на него дул воздух. So these conditions, if these two are present in predominance, then instead of China, you can give directly Laurocirrhosis 200 ch. И поэтому, если вот это присутствует, вот в горле ощущение, вот это вот желание очень сильно свежего воздуха, который на него дует, тогда ему можно сразу дать лароциррозис, а не хину. It's like a miracle. We see a patient with these conditions when Buji Master put Laurocirrhosis 201 dose on his tongue. Within 15 minutes, he was sitting and talking normally. И у нас были просто тоже волшебные случаи, когда вот в таком состоянии мастер положил одну каплю этого лароциррозиса на язык человеку, и он через несколько минут сел уже в таком нормальном состоянии был. Amazing. It is very. When we see the cases practically, directly, it is so amazing. Such a condition in 15 minutes, when it's like a magic. We'll sit and talking normally, and we go to bed and go to normal routine. И, конечно, такие случаи, они поразительны, когда вот 5 минут назад человек практически умирал, а через 5 минут он практически здоров, вот, они кажутся прямо чудом, но мы часто их наблюдаем. Master says, if you have experience enough, then you can select lachesis also in such conditions. И мастер обычно говорит, что если у вас уже большой опыт работы, тогда вы в таких случаях можете даже ляхезис дать. It's not so safe like China to use in all conditions, but you have to judge. Если не очень большой опыт, то лучше начинать с хины в таких ситуациях, потому что вам нужно уметь различить эти состояния. So any blood loss, after any loss of blood or after shock also, if the patient is getting into this condition, extreme weakness, coldness, and feeble pulse, you can directly give China and bring back the person to normal condition. Особенно если были потери крови, резкие потери крови, и человек находится в шоке, и вот эта вот слабость у него, похолодание там тела, слабый пульс, тогда нужно давать хину. Or at least it gives us time to select a proper indicated remedy. Если даже она не показана в конкретном этом состоянии, ну, то есть если нужен другой препарат, хина, она даст нам время для того, чтобы выбрать правильный препарат. Она даст нам возможность это сделать. Any condition after diarrhea, after vomitings, in any cholera, in any conditions, this is the criteria. This saves the life. This brings back from the dangerous condition to not so much dangerous condition, and we will have time to select the correct remedy and Когда у человека treat the patient. была сильная диарея, сильная рвота, то есть сильная потеря жидкости тела, и он развивает вот такое состояние, доза хины, она даст вам возможность, время для того, чтобы, то есть она приведет человека в чувство и даст вам возможность уже подбирать тот препарат, который необходим при данном заболевании. So for today, we have started this session of life-saving remedies, and we will continue in our next class. Ну, таким образом, сегодня мы начали нашу сессию про вот эти вот препараты, которые спасают жизнь. Мы продолжим на следующий завтра.